Привет! Сегодня готовим балкарские хачины с картошкой и сыром. Готовятся на раз-два из самых доступных ингредиентов, только долго, правда. Это очень вкусные, тонюсенькие лепешки, которые тают во рту. Когда бываю на родине, первым делом заказываю в горах именно их. Там другую еду признать невозможно. Список необходимых продуктов я также оставлю в описании, ну а сейчас все по порядку проговорим. Для теста на 7 хачинов со сковородой в 23-25 примерно сантиметров нам понадобится 125 мл холодной чистой воды, 200 грамм муки высшего сорта, пол чайной ложки соли и 15 мл подсолнечного масла без запаха. Из этого всего нужно замесить мягкое тесто. После замеса его обязательно нужно оставить отдохнуть и накрыть чем-нибудь. Пока тесто отдыхает, мы готовим начинку. А еще лучше вообще заранее поставить вариться картошку. Начинки нужно столько же, сколько и теста, только в 2 раза больше. Можно еще больше. Вареную картошку превращаем в картофельное пюре, оставляем немного водички и кидаем туда сливочное масло. Чем больше, тем лучше. Но пюре не должно быть слишком жидким, иначе шарики не сформируются. Натираем сыр. У меня это 125 грамм брынзы и столько же сулугуни. Добавляем в натертый сыр 400 грамм картофельного пюре и перемешиваем до однородной массы. Картошки, как правило, всегда больше, но тут смотрите сами. Не забудьте добавить соли, так как 125 грамм брынзы не дадут достаточного количества. Как раз подошло время доставать наше отдохнувшее эластичное тесто. Приправляем рабочую поверхность мукой и делим всю эту массу на 7 шариков. Моя сковорода меньше 25 сантиметров, поэтому шарики теста я делала по 50 грамм примерно. Чем-нибудь накрываем, чтобы тесто не высыхало, и формируем 7 шариков из начинки. Чтобы хачины были тонкими, но при этом с большим количеством начинки, эти шарики у меня весят уже по 90-100 грамм. Начинаем формировать наши лепешки скалкой или руками, это не важно, кому как сподручнее. Кладем внутрь шарик с начинкой и натягиваем тесто на начинку. Сверху закрываем этот мешочек, следите за руками, это очень просто. И только после этого начинаем раскатывать. Берем ту лепешку, которую собрали самой первой. Тесто достаточно полежало. Клейковина расслабилась, подружилась с начинкой и лепешка стала очень эластичной. Для начала присыпаю рабочее место мукой и аккуратно разминаю лепешку рукой. Желательно от центра к краям. Затем беру скалку, при необходимости присыпаю мукой поверхность, чтобы ничего не прилипало и не рвалось. И начинаю аккуратно, не сильно надавливая, формировать из лепешки круг, соответствующий диаметру моей сковородки. Толщина лепешки по итогу должна быть всего пару миллиметров плюс-минус. Жарить хачины нужно на заранее разогретой сухой сковородке на средней сильном огне, наподобие как лаваш. Я не засекала, но жарим с каждой стороны примерно по 1,5 минуты. Смотрите сами. На лепешках должны появиться светло-коричневые пятна в процессе приготовления. Это и будет сигналом перевернуть хачин. Лепешка во время приготовления надувается, поэтому если она это делает сильно, мы должны специально проколоть ее по центру пузыря и выпустить пар. Иначе она начнет лопаться по швам или в уязвимых местах. Повторяем, соответственно, 7 раз. А готовые хачины складываем стопочкой на тарелку, и каждый хачин сразу, пока он свеж и горяч, смазываем большим количеством сливочного масла. Если вам удобно, можно растопить заранее и пользоваться кисточкой. Вот такой стопочкой свежих и горячих хачинов можно накормить 4 человек. С ними, на мой вкус, очень сочетается крепкий свежезаваренный чай черный и сметана. Хачины получились тонкими, ароматными, с большим количеством начинки и, что самое главное, диетическими. Подходит даже вегетарианцам, так что зовите к столу всех. Если вам понравилось это видео, не скупитесь подпиской на канал. Мне это поможет в продвижении, ну и про комментарии не забывайте. Колокольчик ставить не обязательно, но если поставите, то удача неизбежно настигнет вас. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и здорового настроения. До новых встреч!